Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня вы увидите очень крутую зарубу между Toyota Supra и BMW M3 в кузове G80. Toyota Supra в кузове А80. Оранжевая, четкая, на обвесе, на выхлопе. Карбоновый капот, карбоновый спойлер. Крутые колесные диски и очень цепкая резина. Машина на правильном правом руле. В салоне целая грядка приборов. Коробочка в данном авто от BMW 8ZF. Под капотом, друзья, 2JZ на очень большой турбине от Turbo Systems. Это аналог 40-го Гаррета. Тут, конечно, все по последней черной моде. Корректировочные силы в данной зарубе сегодня 700 лошадиных сил плюс. G80. Это последняя новинка от BMW. В автомобиле полный привод. Внешка просто бомбическая. Третий стейдж, такой не максимальный, легкий. 800 лошадиных сил. Твои ставки? Да. Что? Ну, конечно, BMW. У меня же других вариантов нет. Шо? Кто победит? Шо? Супер. Я уже все сказал. BMW или Supra? Однозначно Supra. Какие BMW? Забудь это слово вообще. В моем лексиконе такого нет. Lexus. Виталий, Lexus ты за Toyota, да, топишь? Supra, конечно. Так, братва, небольшое предисловие к лютейшей зарубе, которую вы сейчас увидите. Организовать эту гонку было непросто. Владелец BMW M3 G80 приехал из другого города и был нацелен ехать с Супрой с места на 0,402 метра, что в принципе да и логично. Но как всегда все переигралось, поэтому я не могу назвать то, что вы сейчас увидите, объективной зарубой. Но тем не менее гонка состоялась. Владелец Супры хотел ехать только ходом, так как в его автомобиле задний привод. В BMW M3 G80 полный привод. Владелец BMW пошел на уступки в сегодняшней гонке и согласен был ехать только при одном условии, если гонка будет до 200 км в час. Почему так? Да в принципе все очевидно ясно. В Супре 42-й Гаррет с потенциалом мощности до 1400 лошадиных сил. На стенд эту машину никто не загонял, и на какой мощности ехала данная машина в сегодняшней зарубе тоже никто не знает. И поэтому владельцу BMW ехать после 200 никакого смысла не было. Супра топила до талого, мы вывалили там 250 или 260 км в час, причем каждый заезд. Я сразу все это послушал и понял, что объективно мы не сможем сравнить два эти автомобиля везде ходом, так как непонятно, кто когда вывалит 200 км в час. Ну, снял как получилось, не судите строго. Поэтому в сегодняшней гонке мы сошлись на том, что будем ехать как получится. Но в следующий раз мы сделаем реванш на 402 метра, поставим дополнительные камеры на спидометры, зафиксируем время прохождения дистанции 0,402 на драге, чтобы точно понять, кто будет первым. Ну что ж, друзья, приятного просмотра, а также ждем скорейшего реванша данных двух авто. А вы в свою очередь напишите в комментариях, как правильно делать заезды таким автомобилем. Поехали! Поедем нахуй по-другому. Не, да пусть будет. Так я вообще нахуй сигнала не слышал. У меня, блядь, перепонка чуть не лопнула нахуй. Сигналы, что я не слышал, что ты не слышал. Я его тоже не слышал, я, блядь, его жму, понял? Я за тобой Да. Ну сейчас он сядет, махнет, или я с другой стороны стану, ты махни. А? Давай 60. Давай теперь с нашей скорости. Ну давай, ну я честно, я в лаге не поеду просто. У меня пара так подобрана, что мне нет передачи, понял? Вот Давай вдвоем и на нашу. либо ехать со второй, либо с третьей. Слева, ты
Раз, два, три. Хорошо, хорошо. Сейчас 5 минут остынем и поедем. В первом раунде не срослось, банально. Пилоты не услышали друг друга, не поняли, не разобрались. А третий сигнал Супра плюнула. Водитель BMW реально не понимал, ну как бы не понял, когда надо ехать. Сейчас будет второй перезаезд, второй раунд. Ну, надеюсь, что все срастется, друзья. Когда машины очень мощные, быстрые и громкие, такое очень часто бывает. Уже какие 100-200 на эти силы, когда сам в машине? 4,6, 4,5. Если я не ошибаюсь, на третьем стейдже последняя М3 проезжает где-то примерно 4,5 секунды 100-200, но я могу ошибаться. Это, конечно, смотря как надут данный автомобиль. Вроде как эта М-очка надута в лайте, не в сопле. Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in, everything to look. Раз, два, три! Все, бросил. Ребята, очень мощно было. Просто за что дали ему шага. Да. Сейчас за что, ну, Супра, скажем так, стронулась, ну, как дали немного такую небольшую фору, Бэха плюнула, видимо, турбина, ребята, я уже заговариваюсь, потому что реально очень быстро и очень дерзко прокатились. У Бэхи турбина раздулась раньше, они плюнули, потом догнали, и вот конкретно, ну, был... Не, мы уезжаем. Ну да. Мы уезжаем. Вопрос по М3 в чем? Получается, что на третьем стейдже данный мотор держит свободно 800 лошадиных сил. Если дуть дальше, нужна ковка. Потенциал у BMW M3 там 1000 сил плюс без всяких проблем. Получается, ребятам, чтобы выжать большую мощность, необходимо лезть в двигатель. Слушай, я видел, у тебя сзади китайская резина Валина. Это так надо или ты прикол тянешь? Да, это проверенный вариант. Это, наверное, не совсем китайская, японская резина, которая очень себя зарекомендовала у дрифтеров. Я решил попробовать после проверки там всех резин, которые только можно. Там, и Toyo 3.8, и BF Goodrich, и все, что есть стритовое и кордовое для повседневной езды. И вот это оказался лучший вариант. Что я, честно говоря, удивился, но не ожидал увидеть как бы на боевой Супре, ну стритовой такой Супре, сзади Валина. Да. Ребята, третий раунд. Раз, два, три. Нет, они не успели среагировать. Раз, два, три, давай! Молодец! Ребята, очень крепко думал, что мы полетим на Марс, но до Марса мы не долетели в этот раз, доехали до дрифтеров, ребята. Поедем там, развернемся, стынем. Да, и, кстати, скажу, что мы собираемся делать на будущее. Мы будем снимать дрифтеров. Соберем пару наших одесских ребят, сделаем зарубу ходом с места, а потом подрифтуем. Как вам такая идея? Напишите ниже в комментариях. Как нервы на пределе? Да нет, Мне кажется, что прошлый где ты более расслабленно ехал. Не. Меня цепляют больше, знаешь, вот эти вот рассказы там. Ну, понимаешь, у всех мощные тачки, бабки все поклали, никто не хочет проигрывать, и ехать на своих условиях. Это да. Скажи, на официалах ты в каких категориях ездишь? Анлим и Pro RVD. Ага, ну сейчас зашел в Анлим, Pro RVD. В Анлим можно ехать с полноприводными машинами, со всеми машинами. Ага. Много полноприводных машин в Анлим катается? Много, да? Ну хорошо, давай так, смотри. Для драга при хорошем зацепе, при клее, есть ли разница вот в реализации мощности на заднем приводе и полном приводе? Я думаю, да. В любом случае полный получается быстрее там, да, чуть? Ну, смотря насколько построена тачка. Если построен задний привод для чисто дисциплины 402 метра, то задний привод быстрее. Ага. Все самые быстрые
завода, и все они заднеприводные. Это что меньше потеря на трансмиссию именно у Тяжелее задних. реализовать мощность, но реализация как бы в ходу более лучше. Мощные машины очень быстро нагреваются, тем более когда берут стоковый автомобиль, вешают на него большие турбины, да, там дорабатывают радиаторы, систему охлаждения впуска, систему охлаждения двигателя, но в любом случае автомобиль нагревается по ЕГТ, по температуре масла, по охлаждающей жидкости. Сейчас пилоты, скажем так, слегка остудят свои автомобили и сделаем еще один раунд. Слушай, если не секрет, какой бюджет построить такой автомобиль, как у тебя, именно вот этот стритовый, без покупки самого автомобиля? Если ты не имеешь опыта и просто купил Supra, Нет, ну да. начинаешь строить, или построить мне автомобиль? Это А ну давай два разные варианта. вещи. Давай два варианта. Потому что если строить машину, ничего не понимая в этом, то ты потратишь 3 бюджета и не факт, что что-то построишь вообще. Хорошо, если ты строишь такой автомобиль, сколько может выйти? Ну, так с первого раза все срастется. Не знаю, Паш, надо считать 50. тяжело. Больше, наверное. Больше. Ну, если в этом кузове, то это вообще космос. Потому что таких кузовов как бы Не, ну, нет. допустим, есть Supra, без покупки Supra. Ну, наверное, 70-80. 70-80. Вот бюджет стритовой машины, да, чтобы ехать вот так быстро. Ребят, поэтому если вы считаете, что если вы купили японца, там, на 1 GZ, на 2 GZ, на 1,5 GZ, и просто, вот как смотрят зрители наши это видео, ну, подобное видео, когда японцы обгоняют немцев. Ребята думают, что парень купил себе там Супру, я не знаю, Марк 2, и там потратил на тюнинг баксов 500. И просто размотал всех. М5, F90, RS7, RS3. Ребята, такой фигни не будет. Забудьте и выкиньте из головы. Гонки по прямой — это дорого. Тем более, когда вы покупаете, скажем так, такой GDM-кар японский, старый. На эти машины все стоит втрое дорого. Нужны хорошие специалисты, которые в этом понимают, а не какой-то там дядя Федя свет из гаражей. Если вы хотите ездить недорого, скажем так, тогда берите свежего немца. То будет Бэха, то ли Audi. Есть хорошие недорогие решения на такие автомобили. Сделать Stage 3 стоит, скажем так, разумных денег, не 70 тысяч долларов. Вы берете свежего немца, тратите там 5, 10, там 12, ладно, 15, смотря какой третий стейдж, и едете очень быстро и очень мощно. Но если вы хотите прокачать себе старого японца, и у вас нет денег, даже в это не макайтесь. Оно того не стоит. Вы просто разоритесь, обанкротитесь, и у вас будет негатив от гонок по прямой. Давай. Давай. Очень мощно, ребята, просто максимально мощно, хороший синхронный старт. Это мы начали догонять, обходить, это 200 плюс было или сколько примерно было? Не, мы где-то на 160 уже начали его добирать, и где-то 180 мы, 190, наверное, мы уже его обошли. Друзья, даже при равных силах, давайте представим, что в Супре 800, в Бэхе 800, но у Супры монопривод. Получается, что шансы победить у Супры выше. Получается, что в таком случае, так как надо учитывать потерю на полный привод. Но мы сегодня не смогли провести гонку по-другому, потому что банально с Веста Супра не поехала в сегодняшних бы условиях. В любом случае, Супра бы достойно себя проявила в зарубе с места с BMW M3 на этим стейдже, но
видимо, в другой раз. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы сделали максимально интересную зарубу ходарем. Спасибо. Всем спасибо. Да, с вас лайки, подписки, бейте в колокольчик. Всем пока.